Привет, это CarX Tutorials. В этом выпуске посмотрим очередную обнову в CarX Drift Racing 2, проверим на наличие крутых нововведений. Пришло время посмотреть качественный обзор с детальным рассмотрением фишек и с насыщенными комментариями, так что усаживайся поудобнее, будет интересно. Поехали! Начнем с очевидного. В тему Хэллоуина у нас появился новый загрузочный экран, и даже цвета лого поменялись. Очень красивая графика, смотрится великолепно, и если говорить на перспективу, то судя по обложке в скором времени в игре появится вот такой старичок Nissan. Да, не хотел вас расстраивать, пока в игре его нету, но раз нам его засветили, думаю, будет в будущем. В главном меню появилась плитка с надписью «События». Я предполагаю, что это тоже тизер к следующей обнове, ивенты я очень жду. Красочно и стильно обновлен гараж, немного изменена цветокоррекция и добавлены хэллоуинские атрибуты. Я люблю такие тематические детали, это несомненно добавляет плюсов к атмосфере. Также к Хэллоуину добавили винилы во вкладке «Ивенты». К слову, теперь винилы можно легко растягивать по горизонтали и вертикали. Хэллоуинские диски, к сожалению, только на новой машине Betsy и только в стоке. Еще одна из заявленных фишек обновы – это обнуление игры. Многие просили эту возможность, и я понимаю зачем. Но лично я не вижу в этом смысла. Мне кажется, имея уже определенный прогресс и машины, проще нафармить валюту на существующем аккаунте. Но если вы считаете, что могли бы распорядиться средствами более мудро, что же, почему бы и да. Одна из киллер-фич этой обновы – это кастомизация салона. Насколько мне известно, любителей ездить с видом из салона относительно немного. Но я думаю, после этой обновы нас станет больше. В обвесах добавили новые разделы руль, КПП, ручник и сиденье. Порадовали бренды, название приближенное к реальным аналогам. Смотрится очень круто, но пока что наш пилот умеет только переключать передачи. И все же анимация красивая и реалистичная, так что ставь себе руль моно и кресло Рекар и вперед. Новая фича Wall Ride. Теперь проезд близко к стене принесет вам дополнительные дрифт-очки. Что же, давайте проверим. И лучшее место для этого, конечно же, Milton Drive. Сам по себе индикатор сделан хорошо, выглядит ненапряжно, в глаза не лезет. Срабатывает вроде неплохо, дистанцию активации я бы сделал немного дальше, но в целом нормально. Плюс в том, что фича Wall Ride работает и спереди, и сзади машины. Ну и честно говоря, за это все нелегкое дело дается как-то уж совсем мало очков. Да, на Milton Drive можно несколько сотен насобирать, но на других трассах будет сложно найти даже место, где проехать вдоль стены. И риск въехать в стену намного больше, чем те очки, что можно заработать. Тем не менее, проезд возле стены добавляет много азарта. Уважаемые разработчики, я жду такую же фишку в XDS парных заездах или хотя бы оценивание по такому принципу. Ведь в реальном дрифте чем ближе к стене, тем круче, а чем мы хуже. Короче, если зоны Kiss the Wall через некоторое время потеряли для меня смысл, то фича Wall Ride меня очень вдохновляет, потому что можно исполнить финт и набрать очки в любом месте трассы. В этот раз к нам снова приехали три новые машины – Betsy, Warrior и Rolla ZR. Betsy или же Dodge Divan – это бусик, который тоже умеет нормально подыметь боком, иногда даже на трассе Эбису. В игре, как только я решил прокатиться на этом диване, я понял, что мне ничего не видно и пришлось сменить вид. Но не беда. А вот если кто-то вам сказал, что эта тачка дерьмовая и не едет, не верьте. Эта бешеная буханка из Тир 2 валит так, что вам и не снилось. Я выжал разгон 3,8 секунды, управление у этой маршрутки тоже не отстает. Бэквардами и хорошими углами точно порадует. Главное правило здесь это не отпускать газ, иначе тачка сразу превращается в тыкву. Ищи имбовые настройки под названием Teneo в мастерской. Warrior это Ford Falcon GT Coupe 1973 года. Превосходный muscle car с большим крутящим моментом и супер отзывчивым управлением уже с первого взгляда вызывает уважение. В игре у меня получилось неплохо его настроить, и я смог достичь невероятного разгона в 3,7 секунды. Эта машина способна проходить в дрифте любые траектории, и ей не составит труда ехать в больших углах. Отзывчивое управление позволяет легко ездить вдоль стен. Траектория едет как по рельсам очень стабильно. Эта машина плотно заняла свое место в Тир 3 и в моем списке любимых автомобилей. Топовая настройка на эту машину уже ждет тебя в мастерской тюнинга под названием Teneo. Очень рекомендую эту машину.
Rolla, она же Toyota Corolla Hatchback, относительно новая модель, которая успела засветиться в американском дрифтинге и даже показала неплохие результаты. Теперь и мы можем прокатиться на этой желтой жучке. Она заняла свое место в Tier 5, а значит ожидания высокие. Но с ней не все так просто, разгон у нее, мягко говоря, не очень, в парных заездах явный минус. Также ее квадратный форм-фактор провоцирует произвольное движение и кручение вокруг своей оси. За счет этого в управлении она довольно сложная. В то же время невероятно большой угол выворота позволяет проходить траектории в большущем угле, а за счет серьезного значения крутящего момента нету проблем с потерей мощности. На нее можно поставить 325-е колесо, что дает возможность лучше реализовать ее потенциал. Короче говоря, это как фланкер, только на минималках. В общем, для того чтобы хорошо на ней ездить, нужно хорошо покрутить настройки и привыкнуть. И конечно же в обнову завезли новые конфиги в одиночной игре и в парных заездах. На последних остановимся поподробнее. Новые конфиги в режиме XDS на этот раз очень скоростные, очень сложные и в то же время захватывающие. На LA Block конфиги забилы столбами и посторонними предметами, которые не очень хорошо видно в тенях, и всегда есть опасность столкновения, поэтому траекторию следует подбирать очень внимательно. И если ты сразу не выбрал нужную скорость, считай, что нужно начинать сначала. На Сан-Палесо конфиг относительно простой, на большой части трека ограждений нету. И клиппинг-зоны находятся практически в удобных местах, главное хорошо давить на газ и держать темп. Думаю, у вас получится с этим справиться. Самым интересным из этих троих мне показался конфиг на трассе West Coast Arena. Здесь сложный старт, так как трек под углом, далее на полном газу вдоль длинной стены и успеть выполнить перекладку как раз на стыке поверхностей. А дальше нужно тормозить, просто полагаясь на интуицию. В общем, очень крутой конфиг. Кроме явных дополнений, я заметил небольшие фичи и доработки. Индикатор пройденного расстояния, или индикатор прогресса еще можно сказать, это небольшая полоска на ободке кружка карты, которая нам показывает, какую часть конфига мы уже проехали и сколько нам осталось. Очень полезная и удобная штука, а главное, мне понравилось, как гармонично она вписалась в интерфейс. И это все интересно и приятно смотрится с мерцающими индикаторами зоны Kiss the Wall. И напоследок хочу сказать, что заметно улучшилась производительность, плавность в меню и в гонках. В целом обнова 1.6 меня очень порадовала. Ставь лайк, если ты еще смотришь, значит я его заслужил. Подписывайся на канал, это был CarX Tutorials, до скорого!